Всем привет. Я полагаю, все меня слышат, можно ничего не проверять, да? Аудитория маленькая. Меня зовут Евгений Захаров. Я работаю в компании Wargaming, пишу игру World of Tanks Blitz. Сразу оговорюсь, что здесь я буду рассказывать о проекте, который никак не связан с ней. Этот проект, которым я занимаюсь в свободное время. Я им начал заниматься еще до Wargaming, а Wargaming — это просто моя основная работа, где я работаю и получаю удовольствие. История начинается с того, что я еще до Wargaming фрилансил, у нас была команда, я писал клиентские приложения, был бэкэндщик, который писал бэкэнд, и мы задумались над чем-то серьезным, чем-то таким, что позволяло бы кэшировать данные, причем чтобы кэш был достаточно взрослый, то есть такой, который позволял делать практически что угодно, работал на любой платформе и желательно был реляционным, чтобы можно было условно хранить любые данные. В процессе я узнал очень классную штуку, то, что при помощи шаблонов C++ можно написать обалденный свой внутренний язык, который будет посвечиваться в любимые IDE-шки и осуществлять проверку на этапе компиляции. Сначала мы подумали, сначала мы, понятное дело, решили использовать SQLite, но вопрос, как его использовать. SQLite предоставляет свою библиотеку, которая использует чистый C, имеет C-шные API, и в принципе, если у вас нет аллергии на чистый C, то можно использовать. Но мы не такие, потому что у нас C++, хочется использовать объекты, хочется избавиться от макросов, от длинных названий переменных, от длинных названий функций, простите. Поэтому стали искать ORM. К большому нашему сожалению, уровень ORM на C++ очень-очень низок, по сравнению даже с другими языками очень популярными, над которыми любят смеяться C++-еры. И что мы в результате получили? В результате мы, проанализировав то, что есть, получили некий список правил, которые мы хотели бы иметь в нашей идеальной абстрактной ORM, из чего далее я расскажу, из чего, собственно, появился этот список правил. Я буду показывать примеры кода. Это примеры кода не мои, это примеры кода из других библиотек. Если кому интересно, здесь ниже ссылочка на библиотеку. Как, например, работают с SQLite большинство ORM-ок. Они работают примерно вот так, через оператор битового сдвига, потому что он очень популярен в C++, особенно когда мы что-то выводим на поток. Мы создаем строковый запрос, абсолютный в рантайме, и потом через также оператор битового сдвига биндим сами значения, которые подставляются вместо вопросиков справа. В принципе, достаточно рабочий вариант, он делает то, что нужно. В данном случае мы добавляем инстанс класса user с 3 полями в нашу таблицу пользователей. В чем здесь минус? Минус в том, что, например, если мы не применим значение, то SQLite по дефолту будет считать их нулями, и если у нас колонки в принципе nullable, мы об этом можем даже не узнать. То есть, по сути, мы что-то забыли написать, добавили нулевые данные, ошибки никакой не произошло, а уже потом когда-то, возможно, на проде, вылезет ошибка. Далее. Есть другой вариант, как выбирать уже данные. Выбираются здесь данные тоже при помощи строкового запроса. Это уже другая библиотека, автор Себастьян Румбатус. Мы пишем select запрос и точно так же пишем вопросик вместо какого-то конкретного литерала. Далее мы его биндим при помощи функции bind. Это калька на аналогичную функцию в библиотеке SQLite для C-шки. Мы там также говорим, вот тебе statement, пожалуйста, прибинди мне по индексу 1 значение, например, 2. То есть здесь по индексу 1 биндится двойка. Кстати, да, в SQLite индексы считаются не с нуля, а с единицы. Такая вот особенность. Далее мы используем цикл и вытаскиваем данные. Обратите внимание на то, как вытаскиваются сами данные. Данные вытаскиваются при помощи функции getColumn, и нам обязательно нужно слева указать тип того значения, которого мы хотим получить. Если мы хотим int, мы пишем int, если int, string, пишем string. Все почему? Потому что getColumn возвращает некий прокси-объект, который что-то типа any, и у него есть неявный каст в то, что мы ожидаем. Иначе говоря, если мы здесь напишем авто, как некоторые привыкли писать после 11 стандарта, то мы получим не то, что ожидаем. В принципе, рабочий вариант, но хотелось бы писать авто, так же, как и везде. Иначе говоря, если, скажем так, я привык писать авто достаточно везде в коде, ну или, по крайней мере, в тех местах, где я точно знаю, какой у меня тип, то помнить в голове то, что при работе со SQLite нужно авто избегать, это достаточно сложно. Хотелось бы писать авто везде, как я сказал изначально. Далее. Есть другой вариант. Как создавать таблицы. Создание таблиц — это вообще большая боль, потому что я полагаю, что все, кто подключал когда-нибудь какие-либо ORM,
ожидают одну вещь. Подключил, чтобы оно заработало. На самом деле сценарий идет немножко по-другому. Ты подключил, и ты понимаешь, точнее, ты думаешь, а как мне дальше подружить саму схему? И здесь люди делятся на два варианта. Первый вариант, как мне кажется, самый популярный, это когда люди пишут в коде инициализацию схемы, то есть create table, или в SQLite есть хитрый запрос create table if not exists, и дальше уже пишем сами колоночки. Это позволяет нам избавиться от необходимости залазить во внешние редакторы. Все делается на стороне кода. Единственная проблема вылазит, когда когда нам необходимо как-нибудь изменить саму схему. Скажем так, приложение обновляется, нужно добавить, например, еще одну колоночку или удалить, и тут мы приходим к логике транзакций. Нам нужны транзакции, нужно как-то продумать, как они будут работать. Второй вид людей — это люди, которые подготавливают уже подготавливают базу данных в виде файла, и во внешних редакторах, самое банальное, это SQLite Shell в терминале, создают, что нужно, кладут файл в ассеты приложения и уже непосредственно с ним работают, а в коде вот подобные запросы избегают. Хотелось бы от этого тоже избавиться. Хотелось бы подключить библиотеку, сказать, слушай, вот у меня будет такая схема. Главное, чтобы ты знала, чтобы, например, если схема не соответствует, чтобы она это поправила, если баз данных нет, чтобы она ее создала, чтобы сама этим занималась. Потому что, как мы тогда считали, это можно автоматизировать. А говорю сразу, когда я говорю «мы», я имею в виду меня и серверного разработчика. Но непосредственно код весь вот этой либо писал я. Поэтому если я говорю «мы написали», я подразумеваю, что писал я. Если говорю, что мы это думали, то мы вдвоем это думали. Далее. Еще один интересный пример, как, например, подключается Gibberlite. Gibberlite — прекрасная библиотека, достаточно популярная. Она калька с популярной Java-библиотеки. Для того, чтобы нам смапить некий класс, который мы хотим, чтобы мапился на таблицу в нашей базе данных, мы должны немножко этот класс преобразовать. Для этого нужно написать функцию Hibernate, она шаблонная, и при помощи хитрого макроса мы уже делаем нашу магию. Также мы обязательно должны вот такую штуку указать. В чем здесь плюс? Плюс в том, что автоматически библиотека понимает, что колонка будет называться так же, как поле класса. В принципе, это удобно. До тех пор, пока вам не нужно назвать колонку каким-нибудь словом типа new. И тогда мы проиграли, к сожалению. Хотелось бы иметь возможность именовать поля класса как угодно, и имена колонок тоже как угодно, потому что даже если мы их именуем одинаково, как правило, используется разная стилистика. Это происходит сплошь и рядом, поэтому не хотелось бы вот такие вот фокусы получать. Помимо этого, не хотелось бы, чтобы сами классы каким-то образом модифицировались при подключении библиотеки. Объясню почему. Мы часто шарили код между сервером и клиентом, и клиенту нужен был SQLite, серверу он был не нужен. Таким образом, если у нас есть вот такой класс персона, то если он придет в проект сервера, то серверу придется подключать все, что имеет вот эти вот макросы. Ну или как-то писать обходы, что этот макрос он пустой и так далее. Этого бы хотелось избежать. Иначе говоря, хотелось бы, чтобы хранилище SQLite было как подключаемый сервис, который в любой момент можно отключить. И вот еще один пример. Этот пример на порядок лучше остальных, потому что он использует DSL, Domain Specific Language, или по-русски предметно-ориентированный язык. Здесь мы выбираем данные, мы используем хитрые функции select, all of, используем сервис-объект foo. Я сейчас поподробнее объясню, что здесь происходит. У нас есть класс foo, как в большинстве примеров на C++, и у нас есть сервис-объект tab-foo, который нужен, чтобы делать вот эту вот хитрую штуку. Сервис-объект генерируется кодогенератором, который в библиотеке лежит, написанный на питоне. Он принимает в себя SQL-файл. В SQL-файле описан скрипт create table и все колоночки, которые есть. Для этого он создает соответствующий C++ класс, который мы инклюдим, и благодаря этому мы можем использовать вот такой прекрасный синтаксис. Признаться честно, здесь все прекрасно, кроме кодогенерации. Почему кодогенерацию не очень любим? Наверное, многие из вас сталкивались. В принципе, кодогенерация имеет место быть, ее используют, она полезна, но ее главный минус — это то, что она заставляет людей, то, что заставляет нас вклиниваться в билд-цепочку. А это особенно усложняется, если мы имеем приложение кроссплатформенное. Надо думать, как это будет собираться на Android, выполнять скрипт каждый раз, iOS, там, Mac, да, и так далее, и так далее. Хотелось бы подключить библиотеку, которая все бы это делала без кодогенерации. В общем, хотим всего-всего-всего и ничего за это не платить. Далее. В итоге мы написали основные правила, которые нужны. Подведем итоги. Первое.
Не хочется тратить кучу времени на создание базы данных в коде или внешних редакторах. Подключил, описал, что хочешь, все заработало. Желательно вообще не выходя из IDE. Второе. Иметь встроенный язык DSL с отсутствием код-генерации, макросов и прочей черной магии. DSL, да, только DSL, никаких строковых запросов, потому что, ну, не дай бог, еще опечатаешься. Уже 21 век, как-то от этого хочется отходить. И, кстати, несмотря ни на что, как мне кажется, больше половины людей до сих пор пишут запросы строками. Также кодогенерация рассказал. Макросы, в принципе, такая штука, знаете, ну, лучше от них отходить. Мы от них отходим, тоже новые стандарты, все такое. Далее. Single Responsibility принцип. Классы модели не должны иметь ORM в качестве зависимости. То, о чем я говорил, если шарите код, какой-то другой проект, где нет ORM, то у нас ничего не получится, если мы не будем соблюдать этот принцип. В итоге. Далее я покажу вам, что у нас получилось. Я могу сказать точно, что я понял одно, что при помощи шаблонов C++ можно создать свой обалденный язык, который подсвечивается в любимой IDE-шке и позволяет делать проверку на этапе компиляции. И далее я покажу, как все это работает. Во-первых, у нас есть класс user, ничего в нем лишнего нет. У него есть три поля: ID, имя и тег. Далее это может быть в абсолютно другом файле. Мы описываем сам класс storage. Storage — это класс, который позволяет нам взаимодействовать с базой данных. И обратите внимание, как он создается. Он создается при помощи функции makeStorage. Туда мы указываем путь к файлу, и мы ему передаем сами таблицы. Таблицы мы описываем при помощи функции makeColumn, то есть список колонок передаем, и в колонку, каждую колонку, чтобы колонку создать, нужно хотя бы два аргумента. Первое — это имя колонки, второе — это указательный член класса. Указательный член класса будет здесь использоваться очень часто, потому что благодаря этой фиче у меня все завелось. Также мы можем опционально указать разные констрейнты. Это primary key, unique, default value и так далее. Также здесь можно указать foreign key, индексы. Здесь пока рассмотрим простейший пример. В чем здесь прелесть? Прелесть здесь в том, что мы один раз указали имя таблицы, мы один раз указали имя колонки, и больше нигде их не будем указывать. Везде, где мы будем ссылаться на колонки, мы будем использовать указательный член класса. Везде, где мы будем ссылаться на таблицу, мы будем использовать сам класс. Класс какой мы явно не указываем, он вытаскивается отсюда. Если вдруг у нас здесь используется наследование, то мы можем указать явно класс с шаблонными скобками. Здесь я это рассматривать не буду, это такие мелочи. Далее мы вызываем функцию sync-схема. Это волшебная функция, после вызова которой storage гарантирует, что схема будет точно такая же. То есть мы описали, что есть одна таблица с тремя колонками, и после вызова sync-схемы точно будет таблица users именно с такими тремя колонками, не четырьмя, не двумя. Как это работает? Работает очень просто. Если базы данных нет, она просто создастся. Если база данных есть, в ней нет таблицы, таблица создастся. Если таблица есть, но в ней не соответствуют колонки, начинаются уже более интересные штуки. Если каких-то колонок не хватает, то они просто добавляются при помощи запроса alterTable, прямо в пределах внутри этой функции. Если же есть лишние колонки, то из-за того, что SQLite не умеет убирать колонки, он умеет только дропать таблицу и пересоздавать ее, то таблица будет удалена и будет пересоздана заново. Да, я знаю, что вы подумали, а как же данные, что делать? Именно поэтому есть второй вариант этой функции, когда мы передаем true. True означает preserve data. То есть если есть шанс, что мы что-то потеряем, то, пожалуйста, сохрани. В таком случае storage ведет себя точно так же при синхронизации, за исключением, если ему приходится удалять таблицу, он ее не удаляет, он ее переименовывает во временную таблицу, создает нужную, и данные все перемещает из временной в нужную, а старую временную уже удаляет. Почему это сделано? Еще одна причина, почему это сделано разными вызовами, потому что отличается и сложность. То есть первый вариант sync-схема имеет сложность прям пропорциональную количеству таблиц. Второй вариант имеет сложность прям пропорциональное количеству таблиц и количеству данных, которые в таком случае придется двигать. Далее. Да, еще одна важная вещь. Вызов makeStorage не создает таблицу. Вызов makeStorage создает сам объект, инстанс в C++, как makeTuple, makeShared и так далее. А вот уже sync-схема, возможно, ее создаст. Если у нас нету самой базы данных, и мы вызываем sync-схему, то будет вызван вот такой запрос. Он будет сгенерирован внутри сториджа. Все эти данные, они уже известны сториджу. Мы указали при его создании. Users — это имя таблицы, identifier — имя колонки. Обратите внимание, что они могут различаться. Но каждый раз, когда мы будем говорить что-то про ID, storage будет знать, что это identifier, потому что это все указано при создании, на этапе компиляции. Также имя и тег. Далее. Какая ORM-ка без банального CRUD?
Root — это акроним, который означает create, read, update, delete. Это типичные операции, с которыми работают, которые умеют базы данных. Поехали по очереди. Первый — это insert. Мы хотим что-то заинсертить, то есть добавить какой-то объект. Мы создаем артиста, передаем ему объекты и больше ничего. Storage сам понимает, что за тип объекта, знает, в какую таблицу его положить. Он знает все колонки, потому что мы вначале сказали об этом. И кладет. Единственная особенность инсерта — он игнорирует primary key колонки, если такие есть, потому что в данном случае он возвращает ID-шку созданного объекта. Если нужно заинсертить вместе с ID-шкой, нужно использовать replace. Это такая особенность SQLite. Я понимаю, что, возможно, кому-то это покажется странным. В SQLite есть нестандартный запрос replace into, помимо insert into. И replace как раз-таки делает замену, если объект есть, или просто инсертит, если объекта нет. Поэтому сделано так. Получение объекта. Мы хотим получить трек по ID-шке 14. Обратите внимание, что возвращается сам трек, никакого прокси-объекта, там, знаете, всего такого. Он просто возвращается. Если его нет, будет выкинуто исключение. Я понимаю, что не очень красиво. Для этого есть, если мы хотим без исключений жить, то есть другие функции: getOptional, getPointer. Они, соответственно, возвращают optional, либо unique pointer, который не кидает исключения, просто возвращает 0. Также есть функция dump. Так как storage, по сути, является такой наивной рефлексией, то можно превратить любой объект в строковое представление типа такого. Мы передаем объект и получаем похожую на JSON строчку, которая показывает имя каждой колонки и через двоеточие значение самой колонки. Это очень удобно для отладки, вывода, чего угодно. Далее, как работает апдейт, мы меняем сам объект и потом говорим update сам объект. Апдейт вызывается по всем колонкам, кроме primary key. В конец клеится where, где ID, наша колонка, которая имеет primary key, равно тому, что имеет трек. Как удаление происходит, тоже все банально. Указываем шаблоном наш тип и указываем ID-шку. А еще, если мы хотим убрать все, то мы можем сделать getAll и указать тип. Важное замечание. Если мы в шаблоне передадим какой-то класс, который не смаплен на storage, то мы получим ошибку компиляции. Например, если мы укажем get и какой-нибудь другой класс, то будет вот такая вот некрасивая штука. Здесь есть свои плюсы, свои минусы. Вот на нижнюю часть рекомендую очень не смотреть. Это абсолютно невалидная штука, которую, я надеюсь, очень скоро уберут. И это еще очень маленький вывод, потому что у нас storage на одну таблицу. Если, например, у вас будет 10 таблиц, это будет 5 страниц. Но смотрите, рекомендую сюда. Ошибка покажется в коде либо, да, это немножко будет смущать, потому что как бы не описал, зачем здесь ошибка. С одной стороны. С другой стороны, она точно скажет. Static assert скажет, что type is not mapped to a storage. Это плюс. Спасибо, Static assert. Минус, как я сказал, вот эти вот простыни. Далее. CRUD стало недостаточно, и мы решили добавить условия. Условия добавляются вот таким образом. В getAll мы в аргументы передаем where и пишем уже непосредственно само выражение условий. Пишем lesser than, это меньше чем, например, и указываем, что с чем мы сравниваем. В данном случае мы выбираем всех пользователей, у которых ID меньше, чем 5. Обратите внимание, никаких строк, ничего такого. Возвращает это все в вектор. Кстати, если мы хотим не вектор, например, а лист, то мы можем вторым аргументом здесь указать там std-list user, и нам вернется уже лист или любой абсолютно контейнер, который STL совместим, а если точно, то имеет pushback. Превращается вот это все выражение вот в такую SQL-строку. Я думаю, большинство из вас знает. Это интуитивно понятно. Как это все устроено? Устроено тоже все очень просто. Функция lesser возвращает объект некий lesser t. По сути, она является билдером для этой строки, для этого объекта, как функция stdref, например. Как lesser устроен? Lesser наследует binary condition. Всего у нас есть 6 binary кондишенов. Это меньше, меньше, либо равно, больше, больше, либо равно, равно и равно. Они все наследуют binary condition. Это шаблонный класс, который имеет два аргумента шаблона, который может хранить абсолютно что угодно. Потому что можем передать что угодно, как указатель на член класса, так и литерал, так и какое-нибудь подвыражение, например, там user ID меньше, чем там максимум из там чего-то, и там еще чего-то, там под запрос и так далее. Как устроен binary condition? Да, как я и сказал, есть левое поле, есть правое. Также у нас следует condition t. Эту штуку я упомяну чуть позже. Далее.
Но, да, фокус в том, что less не сказать, что сильно меня устроил, потому что достаточно длинная запись. Поэтому сначала было придумано сделать вот так. Это вместо less пишешь lt, например, вместо greater than gt, и получается такое что-то похожее на bash скрипты. Тоже не очень понравилось, если честно. Хотелось в идеале написать ampersand user2.id меньше, чем 5. Но, к большому сожалению, C++ не позволяет делать такие перегрузки. Поэтому была придумана идея сделать маленькую функцию c, которая принимает колоночку, и уже с ней можно делать что угодно. C — это такая договоренность, такой маленький хак, который под собой подразумевает column, то есть мы туда передаем колоночку, который позволяет далее нам уже писать на нашем DSL без кода генерации, как это было в одном из примеров, когда я показывал в начале. Как устроен C? C просто возвращает expression, который хранит что угодно. Скажу наперед, сам expression не участвует ни в каких операциях, это лишь маленький прокси, который хранит что-то, какое-то значение, имеет кучу перегрузок для себя и передает это значение дальше для обработки и превращения в SQL-запрос. Сам оператор меньше тоже устроен очень просто. Обратите внимание, есть два варианта. Первый принимает expression слева, expression справа, и в обоих случаях из expression вытаскивается само значение, и про expression вообще нигде больше не упоминается. Далее. Сам expression имеет одно поле. Также он имеет оператор присваивания. Эта штука используется для другого запроса update all, когда мы пишем update all, там присвоить такому-то то-то, такому-то то-то. Мы можем написать там c, ampersand user двоеточие name, там закрыть скобку равно и какое-либо значение. И будет использован данный оператор. Здесь я на этом останавливаться не буду, потому что рассказывать реально много, надо как-то уложиться в данный нам час. Далее. Условия можно склеивать, потому что очень хочется. Например, здесь мы выбираем всех пользователей, у которых ID меньше, чем 5, и имя Барни. Как это работает? Благодаря перегрузке оператору AND. Но так как у нас много вариантов, что может быть, что мы можем захотеть склеить. Секундочку. Ну да, давайте сразу закончим с этим. Получится вот такой запрос. Думаю, ни у кого вопросов здесь нет. И как это работает? Есть перегрузка оператора и она работает для всех, кто наследует condition с condition t. Condition t — это такое обобщение. Если мы хотим, чтобы что-либо использовал этот оператор, то мы делаем так, чтобы он наследовал condition t. Как вы помните из предыдущего слайда, binary condition наследует condition t. Поэтому мы можем клеить любые бинарные условия. Помимо этого, condition t будут наследовать далее core функции, операторы, там like, is null и так далее. Окей, далее. Да, теперь операторы. Потом захотелось сделать операторы. Операторы наподобие like, glob, between. Вот так они работают. Здесь мы выбираем всех пользователей, у кого имя начинается с большой J и ID от 10 до 20 и есть маленькая b в фамилии. Обратите внимание, что здесь есть явные скобки, то есть мы можем прямо на C++ указывать явные скобки, и они будут трансформированы в SQLite. Как бы мы здесь их не указывали, они тоже будут трансформированы в SQLite. Выглядеть это будет вот так. Мы также выбираем все колонки из пользователей. И обратите внимание, вот про эти скобки я как раз вам и говорил. В чем еще прелесть? В том, что когда мы все это пишем, у нас все это высвечивается в IDE-шке. Далее, как все это устроено? Рассмотрим на примере between. Устроено тоже все очень просто. Во-первых, есть between string. Это класс, в который вынесено все, что не шаблонное у between. Это сделано, чтобы не раздувать бинарник. Далее сам between, он наследует between string, чтобы при сериализации возвращать нужную строчку, наследует condition t, чтобы участвовать в перегрузке операторов. И имеет, собственно, сами три аргумента. Иначе говоря, between — это та часть AST на SQL, на стороне нашего C++, которая хранит в себе информацию о том, как мы вызываем between. Сама функция between возвращает сам объект between. Далее. Ну да, конечно. После того, как мы выбирали пользователей, мы решили сделать сырой селект. Как делать сырой селект? Допустим, мы хотим выбрать все ID пользователей в вектор или все имена пользователей. Это работает вот так. Максимально коротко.
Storage понимает, что мы хотим по вот этому классу, он знает таблицу, и по указателю на член класса он знает колонку. Возвращается вектор того типа, которым объявлен ID. То есть если мы его поменяем, оно само здесь поменяется. То есть авто работает как надо из коробки. Генерирует это вот такой простой запрос. И можно писать запросы посложнее. Например, если мы хотим выбрать несколько колонок, мы пишем select columns, и в columns уже указываем список колонок, которые хотим выбрать. Помимо того, что мы здесь указываем first name и last name, да, то есть мы хотим выбрать первое имя, второе имя, мы можем указать любые литералы, функции count. Далее, что у нас возвращается? Возвращается у нас вектор из туплов тех типов, которые указаны в columns. Также мы сюда можем добавить условия, наши знакомые ID больше 250, а также order by, например, по там ID-шке. Аналогично, помимо order by, можно написать group by, можно написать join, можно здесь писать лимиты. Также на этом не буду останавливаться, иначе, честно, не успеем. Трансформируется это вот в такую штуку. Далее. Помимо этого, как работают join? Есть join. Мы здесь выбираем уже из двух таблиц. Мы указываем первые две колонки из доктора, вторые две колонки из визита. Потом пишем left join visit. Также не пишем имя таблицы, мы указываем шаблонным аргументом тип. И указываем условия, на которых мы джойним одну таблицу к другой. Что ID доктора должен быть равен ID доктора у доктора должен быть равен ID доктора у визита. Это превращается вот в такой запрос. Обратите внимание, что явно мы from не указываем, потому что и Storage сам понимает, откуда мы выбираем по тем колонкам, которые сюда указывают. То есть из колонок он, имея 4 аргумента, поймет, что нас интересуют доктора и визиты. Потом он увидит, что и join по визитам выкинет визиты, и останутся только доктора. Далее. Как устроен columns? Columns возвращает объект columns. Все банально. Объект может содержать что угодно. Это могут быть литералы, колоночки, функции, подзапросы и так далее. Сам columns хранит в себе tuple и больше ничего. Это дальше обрабатывается внутри, и это я чуть позже покажу. Далее. Сама функция select. Как она устроена? Как вы уже поняли, она умеет выбирать и просто колоночку одну, и кучку колоночек. Скажу наперед, она еще умеет выбирать делать выбор compound оператора. Это union, except, intercept. Такой хитрый запрос, который склеивает два селекта в один. Все это работает одной перегрузкой. Она возвращает вектор R, а R вычисляется хитрым шаблоном на третьей строчке при помощи column result t. Column result t — это такой хитрый класс, который позволяет нам по разным типам данных говорить, какое значение ожидает получить пользователь. То есть если у нас это колонна, если у нас это просто указатель на член класса, мы возвращаем вектор того типа. Если это columns, он делает более хитрые вычисления. Если это compound оператор, он делает еще более хитрые вычисления. От двух селектов возвращает получает результат и сравнивает, что они одинаковые, и возвращает его. Также есть статика assert, что если, допустим, T — это compound оператор, то никаких where, там order by быть не должно на верхнем уровне, потому что это будет невалидный запрос. Самое интересное, что если мы это сделаем на SQLite, мы получим runtime ошибку. Если же мы это сделаем здесь, мы получим вот это статика assert. Далее. Как устроен column result? Остановимся на его двух специализациях. На самом деле у него специализаций больше 30. Я расскажу про те две, которые используются на данных слайдах. Первая специализация — это для указателя на член класса. То есть f, возвращаем f, больше ничего. Передаем user ID, если ID это int, возвращаем int. Если это long, возвращаем long. Вторая — это для columns. Когда мы принимаем пачку каких-то колонок, мы должны вернуть tuple из рекурсивно вычисленных результатов. То есть здесь мы принимаем параметр pack и распаковываем его при помощи специализации этого же класса. Общей специализации нет, общей реализации, потому что если юзер вдруг какие-то невалидные данные передаст в select, чтобы это не скомпилилось. Далее. Пример union all. Немножко сложнее. Здесь мы склеиваем два запроса, они одинаковые, за тем лишь исключением, что они отличаются inner join. То есть в обоих случаях мы выбираем три колоночки: департамент employee ID, employee name и департамент, сам департамент. Джойним их по-разному. Inner join, left outer join. А потом мы просто берем два результата и склеиваем при помощи union all.
Возможно, у некоторых из вас возник вопрос, а что будет, если я напишу, здесь еще одну колоночку добавлю, а здесь нет? Потому что в SQLite будет runtime error. Что будет здесь? Здесь будет, сначала покажу вам, давайте, что получится в SQL. Скучный длинный запрос. Да, не будем останавливаться, мы здесь не про SQL, а про C++. А ошибка будет вот такая. Уже лучше, нет никаких длинных простыней. Нет, они есть, я их проигнорил. Но в чем плюс? Нет, начнем с минусов. Две ошибки есть, хотя мы ошиблись в одном месте. Но это ладно. Есть один плюс. Одна ошибка показывает на нашу строчку. Это просто прекрасно. Да, оговорка, все скриншоты из Xcode компилю Clang. То есть Visual Studio немножко текст другой, но суть примерно та же. Ошибка будет на нашей строчке. Это прекрасно. Единственная ошибка будет немножко непонятна. Он скажет no matching member function to call select. То есть как бы такой функции нет. И немножко вводит в ступор. Вторая ошибка уже нам покажет на код библиотеки, который, как я уже говорил, мы не писали и немножко смущаемся. Но скажет четкий текст compound subselect queries must return same types. То есть подселекты в compound операторе должны возвращать одинаковые типы. Лучше сделать не получилось. К сожалению, очень хотелось бы, чтобы как-то в C++ можно было лучше писать эти ошибки, чтобы если их две, можно было их комбинировать. Вот эта ошибка абсолютно случайно показывает на вот эту строчку, потому что компилятор думает, что функции такой нет, потому что не получилось сделать substitution, подставить шаблончик. Вот так. Далее. И самое интересное — это подготовленные выражения. Я думаю, некоторые с ними работали. Подготовленные выражения — это такая фича в SQLite, которая позволяет прекомпилировать выражения. SQLite называет прекомпилировать, хотя, как по мне, это интерпретация, потому что это происходит в рантайме. Ну, давайте будем называть, как называется SQLite. Прекомпилировать выражение, а потом исполнять его несколько раз повторно, чтобы немножко экономить времени, чтобы не компилировать его каждый раз. Помимо этого, у выражений есть интересная фича. Выражения немножко могут меняться. Если у нас есть какие-то литералы в выражениях, мы их можем менять между исполнениями, но при этом выражение останется скомпилированным. Я здесь покажу пример, как пользоваться подготовленными выражениями. Для этого вызываем storage prepare, говорим select, передаем columns. Скажу сразу, пример абсолютно написан от балды, смысла он никакого не имеет. Функция count, потому что это агрегатная функция, она обычно используется с group by, а здесь group by нет. Мы выбираем 5, ID пользователя и количество имен пользователя. Просто написал для разнообразия. Условие ID меньше, чем 10. У нас есть такое выражение. Скажу наперед, обратите внимание, у нас здесь есть два литерала, это 5.0 и 10. Дальше мы, чтобы получить само значение, говорим storage execute и передаем ему statement. Statement имеет тип абсолютно шаблонный, то есть писать его здесь можно, но не очень имеет смысл, потому что у каждого стейтмента свой тип, так же, как у каждого сториджа. Получается вот такая штука. Select 5, ID, туда-сё, туда-сё. Важно, обратите внимание на вот 5.0 и 10. Мы их потом перебиндим. Вообще в SQLite как работает перебиндинг? Мы выполнили выражение, потом такие, пусть будет вместо 5, например, там 2, а вместо 10 4, по каким-либо причинам. Как это устроено здесь? Здесь это устроено вот так. Максимально коротко, примерно как у тупла. Мы прям в compile тайме говорим, какой индекс нам нужен, и передаем statement. Как это работает? Это get не стандартный get, это get в моей библиотеке. После этого запрос будет такой. Если мы его изменим, то результат уже будет другой. Как устроен get? Это самое вкусное. Ну да. Если мы укажем не тот индекс, то получим ошибку компиляции. Вот, например, здесь укажем get 2. Вот такую получим ошибку. Я уверен, многие с ней сталкивались. Он скажет, я не знаю в тупле такого элемента, потому что он кастит в тупл сам тип перед тем, как вычислить. Я сейчас поясню как. Да. Ну да, в данном случае это может быть и литерал, и переменная, но в SQL это придет как литерал. То есть если вместо 5.0 передам константу или переменную, он тоже заменится вопросиком и прибиндится. Далее. Как все это устроено внутри? Давайте сначала рассмотрим, как устроен select. Это маленькая тема, чтобы ее закрыть. Select тоже устроен очень просто. Это такая
Это такая условно структура, которая хранит все аргументы самого селекта. Первое — это return type, это первый аргумент. Тут может быть просто указатель на член класса, может быть columns, может быть compound оператор. Сами условия. Условия — это where, group by, join, лимиты и так далее. Highest level — это для наличия скобок, потому что в compound операторе нужно скобки перед селектами ставить, а когда просто select их не нужно ставить. Это особенности сериализации. И сама функция select. Есть параметр pack, мы его передаем в шаблон, в tuple, и больше ничего не делаем. А вот самая интересная функция get. Функция get — это, наверное, пик того, что пришлось здесь написать. Что, как я люблю говорить, упороться в шаблоны. Что делает функция get? Функция get делает две части. Первое — это она вычисляет тип возвращаемого значения на этапе компиляции. Второе — она в рантайме находит адрес того самого значения, которое нам нужен. Давайте сейчас рассмотрим сначала первую часть. Во-первых, у нас есть statement. Statement — это некий шаблонный класс, у которого t, его аргумент, это вот наш запрос. Или select, или insert, или там remove, точнее delete, но здесь называется remove, потому что слово delete зарезервировано. Мы получаем сначала тип самого стейтмента, а потом достаем expression. Вот expression в данном случае это select t, который я показывал 2 слайда назад. Потом вступает в игру хитрый класс notTuple. notTuple — это класс, как и column result t, имеющий на все случаи жизни кучу специализаций. Его задача очень проста. Он берет абстракт source tree, получается AST, дерево SQL. В нашем случае это select t со всеми его условиями и колонками. И превращает его в плоский список. Как штуки называются? Конец дерева, не ветви, листья, да, спасибо. И превращает в список листьев. То есть, если, допустим, у нас в условиях написано where lesser than там user ID меньше, чем 5, в результате у нас будет tuple из 2 элементов. Первый — это будет указатель на user ID, второй — это будет int. И в итоге мы получаем вот здесь длинный-предлинный tuple. Далее мы фильтруем tuple. Я не буду останавливаться на фильтрации тупла, потому что это гуглится очень просто. Лично я это не писал, я просто взял со Stack Overflow. Фильтруется tuple очень просто. Фильтруется tuple по тому, что можно прибиндить. SQLite-ORM, то есть сама либо, точно знает, что можно прибиндить, что нет. Указатель на член класса прибиндить нельзя. А int, например, string прибиндить можно. Также небольшой спойлер, можно биндить свои типы. То есть, например, использовать QString. Для этого нужно написать некоторые специализации. И bindable фильтр будет точно так же работать. Он будет фильтровать те данные, которые есть. Те данные, которые можно фильтровать. То есть, если там будет QString, он его тоже вернет как что-то, что можно биндить. Итого мы после notTuple фильтруем наши листья, оставляем только то, что можно биндить, и здесь уже мы имеем tuple из только 2 элементов. Первый — это int, второй — это double. Немножко назад вернемся. Ошибся, простите. Первый — это double, второй — это int. И далее уже из этого тупла мы достаем наш элемент при помощи класса tuple-элемент. Именно поэтому мы получаем ошибку компиляции, когда просим прибиндить или спрашиваем значение аргумента, который можно применить, которого нет по некорректному индексу. То есть ошибка происходит только здесь, а дальше уже ничего не исполняется, потому что оно не скомпилировалось. Теперь, если у нас все нормально с индексом, и если мы скомпилировались и попали в эту функцию, что происходит? Мы итерируем AST. Хитрая функция, которая итерирует AST, мы передаем наш select t, и она возвращает шаблонную лямбду. Спасибо, что появились шаблонные лямбды, кстати. Она вызывает шаблонную лямбду на каждом узле, который есть. Неважно, bindable он или нет. То есть node в данном случае будет и амперсанд user ID, и 5, и... Давайте, что у нас там еще есть? Это будет и 5, и вот эта штука, и он рекурсивно в каунте вызовет username, потом он снова вызовет user ID, потом вызовет 10. Так как итерируемся мы в рантайме, то мы имеем вот такое рантайм значение, сам индекс. И индекс мы будем инкрементить только тогда, когда наш узел будет bindable, чтобы то, что мы делаем в рантайме, было синхронизировано с тем, как мы вычислили значение bind tuple в compile тайме. Поэтому мы проверяем if is bindable и тогда инкрементим индекс. Тут у нас уже индекс 0, когда мы попали на первое bindable значение. И сравниваем, если наш runtime индекс равен нашему compile time индексу, мы присваиваем результат, а результат — это указатель на значение, которое мы ожидаем.
из самого нода. Единственное, мы здесь используем static if, потому что если мы его уберем и просто присвоим, то мы не скомпилируемся, потому что из-за того, что данная шаблонная функция, именно шаблонная лямбда, будет компилироваться до всех вариантов нод, то у нас получается, мы здесь линкуемся со всеми вариантами всех нод, что мы их присваиваем в result. И это некорректно, потому что и ссылка на user ID будет здесь, и ссылка на, например, на double, хотя мы ожидаем int, а C++ запрещает такие вещи делать без явного каста. Нам, в принципе, это не нужно, поэтому добавляем static if. Static if — это такая костыльная замена if-const-export, который появился в C++ 17. Так как библиотека поддерживает C++ 14, то приходится такие фокусы делать. Я его показывать здесь не буду, и он тоже гуглится, буквально первый ответ на Stack Overflow. Static if работает очень просто, ему передается какой-нибудь static bool, и он вызывает шаблонную лямбду, которую мы ему передаем. То есть здесь он не реально if, мы знаем, что он будет выполнен. Нам здесь нужно, чтобы он не компилировал ненужные ветви. И в конце возвращаем разыменование самого результата. Результат — это указатель. О, это отдельная тема. Я изначально так делал, как вы говорили. Фокус в том, что GCC6, кажется, не получает segfault, когда у него шаблонная лямбда без параметров. Поэтому даже если в библиотеке используются шаблонные лямбды, и там не нужен параметр, я передаю один фиктивный параметр, иначе GCC6 упадет. Здесь да. Здесь да. Что? Да, здесь я решил как бы не париться, а просто все перенести, чтобы не было ошибок. Ошибки компилятора — это отдельная тема, могу рассказать после презентации. Приходится со всеми ошибками мириться, писать обходы. Единственное, вот Clang больше всего радует, а Visual и GCC немножко портит настроение. В конце вызывается getref. Getref — это маленькая функция прокси на случай, если мы хотим прибиндить ссылки. Возможно, вы задались вопросом, что все мы биндим по значению. Иногда, например, хочется прибинить что-то по ссылке. Если хочется прибинить по ссылке, это все можно. Нужно просто в сам запрос передать не 5.0, а stdref 5, нашу там переменную. И stdref создаст референс-враппер, а сама функция getref, она для обычного значения вернет ссылку обычное значение на само значение, а для референс-враппера она его разыменует. Кстати, логично, если было бы такое в стандартной библиотеке где-нибудь в functional, потому что functional в std-bind используется аналогичный функционал, но аналогичной функции нет. Она, видимо, там есть в привате где-то. Сама ST-итерация. Как работает ST-итерация? ST-итерация, iterate ST — это функция, которая вызывает соответствующий класс, а класс имеет, как вы, наверное, уже догадались, кучу специализаций для всего. Я здесь покажу только самое интересное. Есть общий вариант. Общий вариант просто принимает некий callable, в данном случае это шаблонная лямбда, и возвращается нашим объектом. Для всего, что наследует binary condition, он имеет вот такую логику. Он сначала вызывает для левой части iterate ST, а потом для правой. Поэтому, когда мы передаем там что-то меньше чего-то, он это все вызовет. Если у нас что-то слева имеет сложную структуру, он рекурсивно вызовет для него. Если это функция, он вызовет рекурсивно для каждого аргумента и так далее. Вот так. Но это не все. Наверное, после всей презентации вы подумали, что да, как круто, все писать на шаблонах и все будет хорошо. Но не совсем так. Библиотека уже существует больше 3 лет, и ей пользовались много людей. И как-то на меня вышла австрийская компания, у которой была проблема. У них слишком жирный бинарник стал из-за библиотеки. Что произошло? Как они это поняли? Очень просто. Они ее отключили, и там вместо 2,5 гигабайт у них вернулось 80 мегабайт. Вот, да, очень смешно. И самое интересное, что много людей пользуются, ни у кого таких проблем нет. Я говорю, что такое? Они мне показали свой исходник. Они не просто ею пользуются, они ею пользуются, скажем так, от души. Просто вот от и до. У них 8 разных баз данных на SQLite, и самая большая имеет больше 40 таблиц. Как вы поняли, вызов Make Storage, он занимает страниц 10 описания. И проблема, собственно, в чем? Проблема в том, что когда ты в новый файл делаешь include, то внезапно бинарник раздувается.
Как это, в общем-то, работает и как мы это поправили? Оказалось, что проблема в том, что они хотели хранить storage. Для того, чтобы его хранить, нужно, чтобы у него был не тип авто, а какой-нибудь тип. Или знать его честный тип, или засунуть его в inline-функцию и там сделать алиас на decal type возвращения этой функции. И это, в принципе, рабочий вариант. Одно но, когда мы такую функцию инлайним, которая там имеет make storage и там, 500 вызовов make call, то это раздувает тот юнит трансляции, в котором мы это инлайним. И чем больше таких юнитов трансляции, тем больше бинарник. Что мы тут сделали? Тут нам пришлось писать некрасивые типы, то есть алиас на каждую колонку, алиас на каждую таблицу, алиас на каждый storage. Вынесение make storage в C++, это спасло нас, но ненадолго. Потом они написали ко мне с другой проблемой. У них случился segfault или Stack Overflow компилятора, потому что было слишком много вызовов одной и той же шаблонной функции. Да, у них, потому что количество таблиц росло, их стало там больше, чем 45. Бинарь также рос. Не, бинарь не так же, но рос. Но это пока не так сильно парило, как вот segfault у компилятора. Еще скажу сразу, что это продуктовая компания, у них там сроки, все горит, поэтому они не искали красивого решения, они говорят, пожалуйста, сделайте как-нибудь, чтобы все работало. В чем уже там была причина? Возможно, некоторые из вас догадываются. Фокус в том, что storage устроен примерно как и tuple, а tuple, он рекурсивно инстанцирует все варианты. То есть если, например, tuple из 7 аргументов мы инстанцировали, то у нас в бинарнике будет tuple из 6 аргументов, и из 5, и из 4, и так далее до нуля. И на каждый tuple будет вот такая рекурсивная цепочка. У storage абсолютно точно так же, потому что иначе нормальный поиск сделать не получится. Нормальный в смысле поиск самих колонок, там, имен таблиц и так далее. Вот. Что мы тут придумали сделать? К сожалению, пришлось распиливать один storage на несколько сториджей. К большому счастью, sync-схема функция работает так, что если есть лишние таблицы, которые не указаны в описании, но есть в базе данных, она их игнорирует. Поэтому мы разбили storage на несколько выделенных таблиц по тому, как по тем таблицам, на те таблицы, которые не пересекаются в запросах, и сделали несколько сториджей, которые указывают на один и тот же файл, и это завелось. То есть никаких сегфолтов больше не было. Бинарник тоже стал немножко уменьшаться, помимо первого фикса. И пока их все устраивает. Больше не писали. Как сделать поиск? Если есть идея, можем поговорить после этого, после выступления. Я думал об этом. Подводя итоги. Что хочется от C++, чтобы таких проблем не было? Хочется иметь фичу, которая бы позволила нам инстанцировать члены класса не рекурсивно, а вот просто вот есть пак, мы его инстанцируем. А также обращаться к этому паку как-нибудь по индексам в compile тайме. По сути, мы делаем то же самое, когда мы, например, говорим о std-tuple элемент, но он производит рекурсивный поиск. Иначе говоря, желание можно выразить одной фразой: хочется иметь честный тупл. То есть не тупл, который работает через рекурсию, а тупл, который просто ничего не наследует, принимает пак параметров и их раскладывает у себя как члена класса. Если бы такое было, такой бы проблемы не настало. Что? Рекурсивно. Как бы там ни было, я вам показал, что на шаблонах C++ реально можно сделать свой язык, который подсвечивает свои любимые IDE-шки и позволяет делать проверку на этапе компиляции. Далее полезные ссылочки, если кому интересно, сама либо, а также другие либо, если кому понравились больше они, или для сравнения, или по каким-либо другим причинам, пожалуйста, заходите сюда. Также сейчас, если у кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте прямо сейчас. Небольшой спойлер, самые лучшие вопросы авторы самых лучших вопросов получат подарочки от компании, в которой я работаю, Wargaming.